Вы когда-нибудь задумывались, как выглядит жизнь человека, чей съемочный день стоит дороже, чем элитная квартира? Ли Мин Хо – король Южной Кореи не только на экране, но и в реальной жизни. От секретных особняков с 9 уровнями охраны до гонораров, которые не помещаются в обычный кошелек. Сегодня мы посчитаем каждый цент в кармане самой дорогой звезды Халлю. Досмотрите до конца, цифры его общего состояния вас шокируют. Давайте сразу к самому интересному, к деньгам. Ли Мин Хо уже давно перестал быть просто актером, он стал самым дорогим активом корейского шоу-бизнеса. Если 10 лет назад его гонорары за серию «Цветочков после ягодок» казались внушительными, то сегодня они просто космические. По последним данным на 2025 год, за один лишь эпизод в крупном проекте, таком как «Потинка» от Apple TV+, Ли Мин Хо получает от 80 тысяч до 100 тысяч долларов. Вдумайтесь, одна серия длится около часа, а актер зарабатывает на ней столько, сколько обычный человек не заработает и за 5 лет. Но и это не предел. Если дорама снимается для внутреннего рынка Кореи, его ставка за серию может взлетать до 300 миллионов вон. Продюсеры готовы платить такие деньги, не задумываясь, потому что одно имя Ли Мин Хо в титрах гарантирует, что сериал купят стриминги по всему миру еще до начала съемок. Фактически, он продает успех фильма еще до того, как камера начнет снимать первый дубль. Он – живая гарантия прибыли, и он знает себе цену. Если вы думали, что кино – его основной доход, вы ошибались. Настоящие миллионы Ли Мин Хо делает на своем лице. В индустрии его называют королем коммерции. Знаете, сколько стоит один рекламный контракт с ним? Подготовка к съемке и пара дней работы приносит ему от 1 до 2 миллионов долларов. И это только за один бренд. Список компаний, которые стоят в очереди к нему, поражает, от люксового дома моды Fendi и ювелирного гиганта Azwa до мирового бренда Baus, где он является глобальным амбассадором. Но он не ограничивается только одеждой. В Юго-Восточной Азии его лицо на каждом шагу, он рекламирует все, от недвижимости и элитных жилых комплексов до косметики и даже кофе. Один рекламный пост в его соцсетях, где за ним следят более 35 миллионов человек, стоит сотни тысяч долларов. По сути, Ли Мин Хо – это ходячий рекламный щит, который приносит ему больше прибыли, чем съемки в кино. Пока другие актеры ищут роли, бренды сражаются за право заплатить ему миллионы просто за то, чтобы он улыбнулся на камеру с их товаром в руках. Многие звезды живут в элитных небоскребах, но Ли Мин Хо выбрал другой путь. Его дом – это настоящая крепость. Он живет в одном из самых престижных жилых комплексов Сеула – Лати Кесрл-Вилл, расположенном в районе Нанхён-дон, Каннам. Это место называют «домом для избранных». Почему? Потому что безопасность здесь на грани фантастики, многоуровневая система охраны, куда не проскочит ни одна мышь, не говоря уже о назойливых папарацци. Стоимость его апартаментов оценивается примерно в 5 миллионов долларов. Но деньги здесь не главное. Главное – это соседи. Его окружают только топ-менеджеры корпораций и другие суперзвезды, такие как Сюзи или Чхве Джиу. Внутри – идеальный минимализм, панорамные окна с видом на огни Сеула и огромная терраса, где актер часто проводит время со своей собакой Чико. Кроме того, Ли Мин Хо владеет еще одной роскошной квартирой в комплексе Марк Хиллз, который славится своими видами на реку Ханган. Жить в таких местах значит не просто иметь деньги, это значит принадлежать к высшему обществу Южной Кореи. Если дом – это крепость Ли Мин Хо, то его автомобили – это его визитная карточка на улицах Сеула. Вы не увидите его за рулем простого седана. Актер питает слабость к настоящей классике и агрессивной мощи. Его коллекция венчает легендарный Mercedes-Benz SLS-AMG с дверями, крыло чайки. Это не просто машина, это произведение искусства стоимостью более 250 тысяч долларов. Когда Ли Мин Хо появляется на этом серебристом звере, внимание всех прохожих приковано только к нему. Но для повседневных поездок, когда нужно скрыть свое лицо от фанатов и прессы, он выбирает брутальный и надежный Range Rover.
Этот внедорожник стоимостью около $150 тысяч позволяет ему чувствовать себя в безопасности и с комфортом передвигаться между съемочными площадками. Кроме того, в его распоряжении всегда есть роскошные минивэны представительского класса, такие как Hyundai Solaris или Kia Carnival Ilima, которые переоборудованы внутри в настоящий офис на колесах. В них есть все, от массажных кресел до огромных экранов. Пока водитель везет его на очередную фотосессию, Ли Мин Хо может спокойно отдыхать или учить сценарий в условиях 5-звездочного отеля. Его автопарк – это идеальный баланс между скоростью, статусом и абсолютным комфортом, который может позволить себе только звезда мирового масштаба. Ли Мин Хо прекрасно понимает, что популярность – вещь переменчивая, поэтому он мастерски управляет своими финансами. Он не просто тратит деньги, он заставляет их работать на себя. Помимо своих роскошных резиденций, актер активно скупает коммерческую недвижимость в самых дорогих районах Сеула, таких как Каннам и Чхондамдон. Один из его самых известных активов – это 9-этажное здание, которое он приобрел за несколько миллионов долларов. В этом здании располагаются офисы и элитные заведения, которые приносят ему стабильный пассивный доход каждый месяц. Эксперты оценивают его портфель недвижимости в десятки миллионов долларов. Но инвестиции Ли Мин Хо – это не только кирпич и бетон. Он вкладывает средства в стартапы и активно участвует в развитии своей собственной платформы Praise, через которую он не только занимается благотворительностью, но и создает уникальный контент. Он строит свою бизнес-империю так, чтобы даже если он решит завтра уйти из кино, его внуки все равно жили бы в роскоши. Ли Мин Хо – это не просто красивое лицо с экрана, это расчетливый и очень умный бизнесмен, который смотрит на десятилетия вперед. Многие думают, что жизнь Ли Мин Хо – это только бесконечные съемки, но за кадром он живет как настоящий аристократ. Его стиль жизни – это тихая роскошь. Вы редко увидите на нем кричащие логотипы, но каждая вещь в его гардеробе стоит целое состояние. Актер обожает дорогие часы, и в его коллекции можно заметить такие бренды, как Rolex и Cartier, стоимость которых легко переваливает за $50 тысяч за экземпляр. Но на что он действительно не жалеет денег, так это на путешествия и отдых. Когда Ли Мин Хо нужно перезагрузиться, он арендует частные виллы на островах или останавливается в президентских люксах лучших отелей мира, где одна ночь стоит как бюджет небольшого автомобиля. При этом он остается очень привязанным к своей семье и своей любимой собаке Чико. Рассказывают, что для своего питомца он покупает аксессуары только от люксовых брендов. Но не стоит думать, что он только тратит. Огромную часть своих доходов актер анонимно переводит на помощь детям и пострадавшим от стихийных бедствий. Он тратит миллионы на то, чтобы сделать мир лучше, и именно эта черта, сочетание невероятного богатства и доброго сердца, делает его настоящим кумиром миллионов. Итак, пришло время подвести черту. Сколько же на самом деле накопил король Халлю к 2025 году? Если сложить гонорары за десятки хитовых дорам, многомиллионные контракты с мировыми брендами, его элитную недвижимость в Каннами и коммерческие здания, приносящие пассивный доход, цифра получается заоблачной. По самым скромным оценкам финансовых экспертов, чистое состояние Ли Мин Хо составляет около $25 миллионов, $30 миллионов. Но если учитывать рост стоимости его недвижимости и закрытые бизнес-инвестиции, эта сумма может вплотную приближаться к $50 миллионам. Это делает его не просто одним из самых богатых актеров Южной Кореи, но и одним из самых влиятельных людей в азиатском шоу-бизнесе. Он доказал всем, что парень из обычной семьи может построить империю мирового масштаба. А как вы считаете, заслуженно ли он владеет такими богатствами? Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал. До встречи в следующем выпуске.